То есть, если ты находишься больше года в Панаме, ты мог подавать на статус миграционный. Если ты вот женился, ты от того момента, как женился, и до того момента, как получил гражданство, не разводись. Здесь, в Панаме, есть несколько профессий, которые зарезервированы только для панамцев. Ну, таксистом вот иностранец не может работать, к примеру. Таксист, архитектор, адвокат, доктор. Давид, скажи, пожалуйста, как ты оказался в Панаме? Рад ли, что ты на сегодняшний день здесь, в Панаме, находишься? Что я могу рассказать о Панаме и как я здесь оказался? В то время, когда я сюда приехал, в основном сюда приезжали люди, или которые женились, замуж вышли за панамцев и на панамках, или, значит, братья и сестры тех, кто, значит, женился. Ну, я являюсь братом одной из тех, кто вышел замуж за панамца в свое время, в то время еще при советских временах. Очень много латиноамериканских студентов училось в Союзе. Какие года были? Дело в том, что мой бывший зять, он попал туда еще где-то в 86-м году. В 86-м, не то в 85-м, то еще при Союзе. И окончание его учебы приходилось как раз вот на развал Советского Союза. И когда Союз развалился, ему, в принципе, остался ни туда, ни сюда. Но он университет закончил, но не смог уехать. То есть панамец, он обучался в СССР? Да, он обучался в СССР. Они проходили двухгодичный, первым делом двухгодичный подготовительный курс, где они изучали язык. И после этого им давали распределение по университетам всего Советского Союза. То есть это мог быть и Украина, и Казахстан, Армения, где угодно. То есть могли учиться. Это все зависело от того, на какую профессию шли и где было, наверное, место для абитуриента, да? Вот. Ну, мой зять попал в Грузию. Он учился, бывший зять, он учился на энергетическом в Грузии. В Грузии был Государственный политехнический институт. Он там закончил. Кстати, я потом в дальнейшем тоже закончил тот же самый институт, университет, но уже на инженера-связиста. Вот. И вот я приехал в то время сюда. Хоть моя сестра и говорила тебе, что типа у меня была такая единственная профессия, именно как называлась моя профессия, да, такого не было аналога, но инженеры-связисты здесь были. Естественно, и уже существовали компании по связи. То, что сегодня знаем как Masmobile, в то время было еще Cable and Wireless. До этого Cable and Wireless назывался Intel, и это было государственное учреждение. То есть потом его взяли, приватизировали, и потом вот недавно поменялось, 2-3 года назад поменялось имя на Masmobile полностью. Для наших зрителей сестра Давида, это Алена Погромская. Интервью можно посмотреть по ссылке выше. Да, вот. Когда я приехал сюда, я языка вообще не знал. У меня-то было 3 языка: русский, я вырос в смешанной семье. У меня мама полуармянка, полугрузинка, папа с Донецкой области, то есть. И у нас была смешанная семья, и, естественно, мы говорили на русском языке. И в школе у нас, в Грузии, я думаю, в других тоже республиках, был сектор, который учился, все учились именно на русском языке, и был сектор, который учился на языке страны. В Тбилиси вы учились? В Грузии, да, в Грузии, во всяком случае, было так. Был русский сектор и был грузинский сектор. Были смешанные школы, где учились оба, и были только школы для грузинского языка.
Вот. Я когда учился, учился на русском языке, даже в университете уже после развала Союза, еще в мое время еще оставалось. Вот это я закончил практически в 96-м поступил, в 2000-м закончил, потому что в 2001-м я уже приехал сюда. Да, и учился на русском языке. Грузинский, как бы, ну, естественно, у меня бабушка грузинка, то есть с ней общение, родственники есть грузины, общение, поэтому грузинский тоже. И чуть-чуть армянский даже. Вот. Ну и английский начал учить в школе, частные уроки, здесь уже затвердил более или менее английский язык. И здесь начал учить, когда приехал, начал учить испанский. Я был полный ноль в испанском языке. От нуля до начать разъясняться с людьми у меня заняло где-то 6 месяцев. И для того, чтобы затвердить язык, прошло приблизительно 2 года. Через 2 года я уже говорил так, что иногда меня не отличали от панамца, и многие панамцы или латинцы меня спрашивали, а где ты, когда слышали, что я по-русски говорю, они спрашивали, а где ты русский, говорит, выучил? То есть я не испанский выучил, а я, оказывается, русский, где я выучил. Я говорил, ну, в принципе, это мой родной язык, так скажем, да, русский язык. Да, сами учили? Ну, испанский, или, да. Да, или как учитель был какой-то. Нет, мне все говорили, что есть, да, в университете есть курсы испанского языка, можно туда прийти. Можно там спросить за Эдуарда Лемуса, он преподаватель русского языка в университете, и он вас как бы сориентирует, если кому-то интересно. Да? Там есть курсы для испанского. Но у меня нет, у меня был самоучитель. Мне принесли самоучитель, я самоучителем со словарем сел и просто начал штудировать. И потом уже какая-то база, когда была, также на улице с людьми стал разговаривать, стал смотреть сериалы, где, знаешь, вот субтитры идут, все такое, то есть читать, и стал постепенно запоминать, и в конце концов выучил. Ну, выучил до такой степени, что в 2007 поступил, в 2012 я закончил здесь еще университет в Панаме по специальности. Здесь называется лицензиатура. Это как высшее образование в кулинарном искусстве. Вот. Да, это было всегда моей мечтой. Признаю, я от армии просто отмазался, честно говоря. Моя профессия это связиста. Ну да, у меня двоюродный брат в этой сфере был, папа кое-как там электронщик, что-то такое. И вот, ну, я вам сказал, лишь бы только не химия. Ясно. Да. И закончил. В принципе, что-то, да, знаю. Но никогда так и не практиковал эту профессию. Но внутри горело, да? Ну, мне всегда горела кухня. Я хотел кухню изначально в Тбилиси, но так как у нас не было университета, мама не хотела, чтобы я шел в армию в то время, потому что в то время в Грузии в армию было идти все равно, что попасть в тюрьму. То есть условия были такие, что ты в тюрьме, что ты в грузинской армии. Может, сейчас, я думаю, намного лучше, конечно. Грузия вот был в этом году, в феврале, и все идет по европейским стандартам, то есть, скорее всего, все это лучше, да. Но в то время, когда я заканчивал школу, это был, конечно, тихий ужас, и в армии служить, конечно, не хотелось. А таким образом, так как я поступал в университет, там была военная кафедра. Кстати, вся учеба была на русском языке, только военная кафедра была на грузинском языке. И что самое интересное, когда ты заходил в кабинет к учителям, да, как это называется, у них есть свои, как это называется на русском, я не помню. У учителей есть своя комната. Ну, учительская. Учительская, да, что-то такое.
То есть ты когда туда заходил, все они между собой говорили по-русски. Но нас заставляли говорить в классе и преподавали нам на грузинском языке. Понятно. Да. Вот. А в 2001 году, в 2000 я закончил, в 2001 я сюда приехал, ну вот стал работать где угодно. В то время мне очень помог, есть тут такой один предприниматель, который находится здесь очень много лет. Не знаю, слышал про него или нет, Алексей Воротников. То он что открыл здесь? Ты слышал про Бокас-дель-Торо? Ну, остров. Ага. Ты слышал, что там есть паром? Ну, да, есть паром. Ферри. Да? Вот этот паром принадлежит Воротникову. Ага. Ну и его компании. Там еще кто-то с ним, но Понятно. вот это их компания. И здесь у них были катера, которые ходили на остров Табогу и Контадор. Были советские постройки, катера типа ракеты, Линда-2, Линда-3. И вот мы на этих катерах ходили на Табогу и, значит, на Контадор. Контадора где-то 75 километров. Ну, да. Табога, она видна с Амадора, то есть можешь увидеть ее. Сейчас не ходит. Нет, они много лет тому назад они увезли эти катера в Бокас-дель-Торо. Якобы там какая-то должна была компания с ними сотрудничать. Ну, что-то у них там это заглох, не знаю. Можешь у Воротникова самого спросить, если захочет про это говорить. Вот. И вот я у них, значит, года два поработал. После этого я перешел работать матросом. Ну, я работал матросом. Как бы не очень такая, как сказать, престижная работа, но я не стесняюсь ничего из того, что я сделал в моей жизни. Как бы я считаю, что не то, что не престижная работа, а Ничего просто позорного я не ничего делал. позорного, да, я не делал. И я считаю, что если ты можешь как-то таким образом, нормальным образом, значит, заработать себе на жизнь, то можешь делать что угодно, а не сидеть и ждать, пока тебе с неба упадет манна небесная. С Да? панамской пальмы. Да, из панамской пальмы упадет кокос. Вот. И после этого я проработал еще 3 года на панамских кораблях. Панамская компания, корабли-то не панамские были, панамская компания, ходили по Панамскому каналу, прогулочные. Там я слышал всю историю, каждый раз, как поднимались туристы, я вот постоянно слушал историю про канал, про вот как строилось, как все сделалось, как все. И оттуда я стал подчерпывать информацию для себя. И в 2006-2007 году я стал заниматься туризмом. Кстати, мне очень нравится эта работа в том смысле, что знакомишься с большим количеством людей, возишь людей, показываешь страну, сам ездишь. У меня такое бывало, что я аж до Череков доезжал, вот это Букеты, да? Я туда ездил с туристами, поднимался на Волкамбару. Я в Панаме был практически во всех провинциях, во всех вот этих туристических точках, остров Коиба. Есть остров, который называется Эскудо де Верагуас, Щит Верагуас. Верагуас это провинция такая. Он называется Щит Верагуас. И туда, кстати, немногие могут похвастаться, что ездили на этот остров. Он немножко далековато, и он очень такой необитаемый. Там на всем острове стоит одна будка телефонная. А что там делать? Ничего, там просто очень красивая природа. Вокруг острова у нее создалось такое рифовое кольцо. И, значит, на этом кольце растут мангровые деревья. И то есть получается как
кольцо вокруг острова. То есть у него собственный такой натуральный канал вокруг этого острова. Не там Ну и снимали сериал «Бумажный дом» на острове? не знаю, не думаю, но нет. Я знаю, что, допустим, последнего героя здесь, российского последнего героя здесь снимали на Бокас-дель-Торо. Вот это да. Может быть, даже и там снималось где-то. Потом сюда приехал один молдавский предприниматель Валерий Степанович. Чем он примечателен, что он решил здесь открыть русскую газету. Какой год был? 2008-2009 приблизительно. Начал искать как бы спонсоров, в принципе, где-то что-то нашел. И вот мы с ним вдвоем как бы занимались этой газетой. Газета была, естественно, покупать здесь особо никто ее не купит. Ну, газета была бесплатная, типа для гостиниц, для вот, аэропорта, допустим, там, если кто-то русский приезжал, или русскоязычный, и рекламу размещать. То есть газета основывалась на том, чтобы размещать рекламу. В 2008-2009 году количество русскоговорящих здесь сколько было? Я не могу соврать тебе. По его словам, и по словам, значит, по его словам, что он якобы узнал от посольства, но опять-таки я не хочу никому это, да, то есть, может быть, он просто мне так сказал, не знаю, но он говорил, что около 5000. На всю Панаму? Да, русских. Ну, кроме этого, еще русскоязычные, то есть с других бывших советских стран. Вот. И, ну, мы выпускали тираж в 5000 газет, и вот он старался. Выпустили 7 тиражей, у нас была помесячная газета, да, и выпускали эту газету, я потом развозил по всем гостиницам Панамы, где могли быть русскоязычные, что-то такое. Но у меня с ним не срослось, потому что человек не очень, так скажем, был честен. Вот. И я, честно говоря, я просто отошел и стал больше заниматься своей как бы профессией, потому что как раз в этот момент я учился в кулинарии. Да. Нет, извиняюсь, вру. Я от него ушел к другому русскоязычному, есть тут литовец, он, кажется, он сейчас здесь на данный момент, Дариус. У него была компания, они делали электронную карту города. У него был напарник Илья с Новосибирска, он принес эту идею с Новосибирска. И тоже, опять-таки, на рекламе. То есть была такая идея, делали карту электронную города. А где они ее размещали, эту карту? В интернете. Ты мог ее скачать себе на компьютер. Ну, как приложение, да? Или... Но на компьютер. В тот момент еще приложение я ее скачиваю. BlackBerry было, мы начинали BlackBerry, но что-то потом заглохло это. Я ее скачиваю на компьютер. А в чем разница Google карт от этой карты? Google карта в тот момент, ты мог найти улицу, что-то такое. Но у нас, допустим, ты находил улицу, находил здание, и ты делал клик на здание, и оно показывало все компании, которые есть в этом здании. Или наоборот, ты искал компанию, и оно показывало именно здание, в котором находится эта компания. Ну, то есть... Это была электронная карта-справочник, то есть там были телефон, то есть была информация компании, телефон, имейл на тот момент, если был веб-сайт, вот, там, и мог посмотреть филиалы, допустим, если есть у этой компании, каждый филиал, где находится, вот в каждом здании. Карта была, мог смотреть карту в 3D, то есть ты мог посмотреть, насколько высокие здания в Панаме, то есть что-то вроде этого.
Ну, эту информацию всю со справочников собирали? или- Нет, эту информацию у нас ходили, мы их назвали осликами. У нас ходили люди по улице и собирали всю эту информацию. Люди делились, не говорили, нет, я не дам. Были такие, которые не хотели давать информацию, но в основном давали информацию без проблем. В основном мы потом сделали еще колл-центр, который обзванивал, собирал, то есть уточнял информацию, то есть собирал информацию, все такое. Даже не знаю, что тебе про эту карту сказать. Ну, что-то там не срослось, короче, и она что-то к 2011 году немножко заглохла. Но на сколько ты лет проработал? 2-3 года проработала, да. Но информация... Дело в том, что у нас была самая точная информация, как бы самая актуализированная информация. Надо было Гуглу продавать. Да. У нас была информация лучше, чем даже у... Здесь есть такое госучреждение, Контролория, и у них есть кадастровые карты. И у нас информация была лучше, чем у них на кадастровых картах. То есть более полная информация. И да, ну, к сожалению, что-то там не срослось, и это заглохло. В дальнейшем я уже перешел больше к кухне, так скажем. Да, я проработал в нескольких ресторанах, проработал пару лет в одной из самых больших гостиниц Панамы, это Westin Playa Bonita. Он еще существует, кажется, так же и называется. Они любители поменять. Это компания Берн, у нее много очень строений и где-то 6 или 7 гостиниц по Панаме. А кем там работали? Я был поваром, но я был шеф-поваром одного из ресторанов. То есть в гостинице есть, допустим, несколько ресторанов, Ну да, да. больших? Разные кухни. Да, Такая, и такая. я был шеф-поваром азиатской кухни. То есть мне нравится азиатская кухня, я делаю суши, мне нравится вот китайская, там, таиландская, все такое. Вот. А вы там делаете, вот вам нравится эта кухня, а вы сами в тех странах были? Нет. Нет, но мне нравится еда. Это мое желание. К сожалению, знаешь, у многих есть большие, знаешь, желания, но не всегда совпадающие с возможностями. Да. И как говорили в «Кавказской пленнице», так давайте же выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями, да? Был тут еще один ресторан, хозяин был русский парень. Он, к сожалению, очень хороший человек, но, к сожалению, он умер. Где-то 2-3 года назад, я был на поминках, он умер в России. Дмитрий Лужин, царство ему небесное. Я у него проработал, но потом меня переманили в туристическую компанию. В туристическую компанию. Вот. Туристическая компания это у Ольги Гутьеррес. Я проработал где-то года 2, наверное. Вот. Потом меня в другую компанию, потом опять переманили. Опять переманили? Да, в кухню одну. А чем переманили? Деньгами? Ну, деньгами, да, потому что дело в том, что переманили в тот момент, был кризис в России, рубль сильно упал, и у нас, если был наплыв там первые 2 года, то есть или первые 1,5 года, вдруг этот наплыв полностью спал. Там, допустим, я тебе так скажу, что был такой момент просто. Ну и не получалось, да. И меня перемолили, чуть больше денег было, чуть больше, не намного больше. Плюс моей тогдашней жене, значит, тоже предложили работу. Ну и вот мы вместе... Правда, вся эта история очень плохо закончилась. Слава богу, этого человека здесь даже нет, который все это устроил. С ними нехорошо закончилось все.
Но и я там приобрел опыт работы и потом сам открыл, не то что открыл, я стал сам готовить дома на вынос. Чисто креольская еда. Я не знаю, знаешь, что такое креольская еда? Это рис, бобовые, протеин, то есть мясо, курица, свинина, рыба, что угодно. Жареный банан туда входит? Жареный банан и салат. Окей. Жареный платан, не банан. Да. Платан это у нас такой, Здоровый такой. да, здоровый, это я его называю овощной банан. Вот, ходил. И вот я вот это продавал как бы офисным работникам в полдень, там, чтобы им не выходить куда-то, я до них добегал, то есть я вставал где-то в 5 утра, начинал готовить, в 10 часов, 10-10:30 у меня уже все было уложено, все расфасовано, и я оббегал своих клиентов и им разносил. А как еду. вы их находили, этих клиентов? Как договаривались? Я делал, у меня была страница, мне кажется, у меня закрылась страница. У меня была страница Dave Private Chef, и в Фейсбуке существует такое место, называется Marketplace. И я вот через Marketplace в разные страницы заходил и просто там ставил сообщение, что там, допустим, обед на гурманский обед по ценам забегаловки. У меня такой был слоган. Вот. И, Доставка бесплатна. да, доставка бесплатна. Вот. И вот я бегал. Правда, надо было все-таки брать за доставку. Упустил момент. Упустил. Ну, хотелось иметь клиентов. И, проблема была в том, что я работал один. Я готовил, я распаковывал, я закупал, я развозил, я, то есть, мыл, чистил, подготавливал все на следующий день. И вот это меня, знаешь, вот это постоянное... Монотонно одно и то же. Не то, что монотонное, то есть у меня не было, так сказать, отдышки. То есть мне надо было постоянно делать. Мне нравится кухня, мне очень нравится готовить. Но все равно вот это вот большой напряг, все на мне. Я хотел кого-то взять, но моя жена в том моменте, она не хотела никого, чтобы я никого нанимал, потому что она не хотела ни с кем делиться. А жена у вас панамка? Да, была, была и да, сейчас есть панамка. То есть у меня, так сказать, русскоязычных никого не было никогда. Вот. И в конце концов я просто работал, но я потом подустал. Сколько вас хватило? в таком Тоже режиме? года два где-то, да, даже 3 года где-то хватило. Но так как я с туристами работал всегда, я все время, вот с 2007 года, постоянно, у нас сезон это декабрь, январь, февраль, март, чуть-чуть апрель, мы там где-то что-то в мае и иногда бывает в августе. Вот. То есть это сезонная работа. Мне очень нравится эта работа, я бы хотел постоянно работать на этой работе. Тогда, если мы тематику Панам берем, насколько здесь вообще, так как вы очень много информации сейчас сказали про кулинарию, про предпринимательство Панам и так далее, как тяжело здесь открыть вообще ресторан? То есть это лицензии нужны, это налоги какие вообще? Лицензии нужны. На любое предпринимательство тебе нужны документы. Первым делом это, естественно, называется aviso de operaciones. Это как уставной документ. Это уставные документы открытия компании. Это уставные документы. Есть пакеты, которые делаются через адвокатов. Лучше их делать с адвокатом. Как частное лицо не обязательно, ты можешь сам это сделать, но как компанию все это лучше делать через адвоката, уставные документы, потому что там должно быть официально зарегистрировано, там целый процесс идет
То есть я туда не буду вмешиваться. Я не знаю, ты говорил с Иваном Джорджем? Да, Да? Ну, тебе может лучше про это рассказать, наверное. да, интервью будет выше. Окей. Вот. Естественно, на кухню, если это ресторан, то нужны разрешения от Министерства здравоохранения или, как у нас говорили, санэпидемстанции, Ну да. то есть они должны проверить, пожарники должны тебе дать разрешение, мэрия тебе должна дать разрешение. На алкоголь, если ты будешь продавать алкоголь, там другое, там Министерство коммерции тебе должно дать разрешение на алкоголь. Это как лицензия получается. Да. Она бессрочная или с каким-то сроком? Нет, после того, как тебе дается, как бы пожарники каждые 3 года проверяют, а лицензия на алкоголь, она если не ошибаюсь, она бессрочная. Я не буду тебе уверять, я не хочу врать. И санэпидемстанция, они могут прийти в любой момент. Могут через год прийти, может через месяц. Либо по жалобе могут прийти. Либо по жалобе, да, могут прийти и проверить. В основном у тебя должно быть все правильно сделано на кухне, и у всех работников должны быть, значит, специальные документы. Опять-таки, это как лицензия. То есть одна на здоровье, это годовая, и вторая это на то, что как бы это карнет, то есть карнет бланко и карнет верде, то есть белый и зеленый карнет называется. Белый, и они проверяют твое здоровье. То есть ты идешь в клинику, проверяют твое здоровье, тебе говорят, окей. Там какую-то еще, Нормально. наверное, вакцину ставят, да? Да, но эта прививка это от столбняка. Это когда ты пойдешь, они тебе это сделают, через месяц ты должен пойти, чтобы они тебе поставили вторую, и потом через 10 лет тебе уже надо обновлять эту прививку. Тебе уже не надо обновлять, якобы. Вот. Зеленый корнет, он более процесс немножко другой, тоже о здоровье, но там больше о том, как манипулировать еду, как хранить еду. Что, допустим, ты знаешь, что в холодильнике нельзя держать, допустим, все вместе, или, допустим, курицу держать, сырую курицу держать над всеми продуктами. То есть мясо обычно должно, если у тебя один холодильник и все идет вместе, мясо всегда должно было лежать вместе. Но, допустим, курица должна на самом низу лежать. Потом рыба, потом свинина, потом говядина. Если будет не так лежать, то Можешь получить штраф. могут штрафы. Да, схлопотать штраф, потому что это идет по тому, насколько опасное мясо. Поэтому говядина, как бы ты знаешь, что в ресторанах просят там полупрожаренная туда-сюда, да? Курицу никогда тебе полупрожаренную не дадут. В моем случае я точно никому не дам полупрожаренную, потому что да, потому что как бы даже если попросят, я не могу дать это, потому что человек может заболеть от этого. То есть это именно корнет делается именно для того, чтобы ты знал, как чистить, как мыть посуду, как вот там целый день сидишь, и они тебе толкают эту речь. Но у меня по-любому, я в университете, когда учился, у меня был этот предмет, как бы мне просто надо вот так посидеть, они дают экзамен, я его заполняю, и все, получать. Про туризм затронули тему, очень интересно. Какие вообще здесь есть заболевания, возможно, там малярия какая-то и так далее? Ну, Панама всегда славилась своими малярией, желтой лихорадкой, чикунгунья и все такое. Но, скажем так, что это более на руральном уровне, в городе. И особых случаев я не видел, как бы с туристами, которыми я ходил, как бы никто не сказал там,
Ну да, вот с 2007 года по сегодняшний день, сколько у нас, почти, сколько, 16 лет, да? Ну да. Ну вот у меня еще ни одного такого случая не было, чтобы кто-то сказал, там, допустим, Давид, я там запалил из-за вашей Панамы таким-то или таким-то. Загулял у вас в Да. Панаме, заболел. Воду в Панаме можно пить из крана, допустим. Она очищается. Она очищается, да, с водоочистительной станции. Хотя, кому как. Мне не нравится, потому что у нее есть вкус немножко такой, знаешь, как трясины. Но вода нормально, пить можно. Пить Но можно. они воду откуда берут? Вода идет каких источников? в Панаме, вода идет с Чагрес, с озера, которое не очень красиво звучит на русском. Озеро называется Алахуэла. Вот. И вода идет оттуда, то есть с этой реки Чагрес. Чагрес — это питатель Панамского канала. Основной питатель Панамского канала. Вот. И с этой реки, значит, идет, значит, вода, собирается озеро. В свое время американцы построили запрудье, называется Маден. Это как бы как гидроэлектрика. И также вот из этого озера берется вода для города. А не было такого, там, укусила змея, там, еще какое-то животное, крокодил, не знаю. И типа туристов? Ну да, то есть какие-то случаи Ну, такие. у редкие. меня нет. Ну вообще у меня случаи не- в Панаме. Часто такие происходят? Ну вот змея, нет, не слышал. Ну как бы местных, да, бывает там, которые в поле работают, все такое. Крокодилы, было пару случаев, ребята рыбачили, то есть в неположенных местах. Ну это опять-таки местные рыбачили, и там пару человек, там 3 человека пошли на рыбалку, вернулся один, скажем так. Честно говоря, в последнее время увидеть крокодила немножко сложно. Раньше вот мы ездили, да, с туристами, у нас есть такой тур, называем «Остров обезьян», то есть на лодке плывем по всему озеру и смотрим там разные виды обезьян, то есть крокодилов можно было увидеть, вот. Но в последнее время вот крокодилов у нас как-то вот, ну, Куда делись, истребили? нет, они есть, но почему не видно, не знаю. Дело в том, что после расширения Панамского канала как-то они исчезли, не знаю, испугались, может, разошлись, что-то такое. Я тебе просто говорю, я знаю, что там точно есть крокодилы. Я когда работал на вот корабле, который ходил по Панамскому каналу, мы иногда ночью оставались наверху. То есть канал как работает? Там 3 ступени поднимается вверх, переезжаешь озеро и потом спускаешься. Ну, там на полдороги в озере мы останавливались и ждали следующего дня, чтобы уже спуститься, чтобы не гонять туда-сюда корабль зря. Причем это удовольствие не дешевое, и они нас так оставляли. И вот когда утром просыпались, там 7-8 бревен вокруг корабля плавает. С утра пораньше, там в 6-7 часов утра, там несколько крокодилов плавает вокруг корабля. Прикольно. Но это получается же соленая вода. Нет, это пресная Это вода. пресная вода. В соленой воде тоже есть. Не радуйтесь, есть. Не все, может, видели, но вот на косе Амадор есть крокодил. Что вы знали? Да. Особо лучше там не купаться. А особый случай, то, что было, и был тут у нас один русский, с которым случилось, но не турист, он здесь жил, с Питера один, Герман Никифоров, скаты. То есть на Тихом океане вода мутная, и ты дно не видишь. И просто люди, бывают, наступают на скатов, и они бьют вот этим шипом, и потом человека просто бросают в дрожь. Но Герман был у нас, конечно, такой парень, что он сам на своей машине доехал до госпиталя. То есть с пляжа, он на пляже был, вот он 2 часа ехал до госпиталя, до Панамы. Но, в принципе, я видел людей, которых ударяли скаты, там, вот,
Парализовало, да, людей. Парализовывает такое состояние. А змей в Панаме 120 разновидностей змей. Из них 25% ядовитые, то есть 30 видов змей ядовитых. Причем есть довольно-таки ядовитая, это гадюка Экис, X. И вот это самая ядовитая здесь змея. То есть с ней встречаться. Но сколько бы у нас есть тур к индейцам Эмбера, и мы постоянно там ходим по джунглям, потому что тур разбивается, так сказать, на два момента. Мы идем пока плывем по реке в джунглях и идем до водопада. Когда вода низкая, идти приходится очень далеко, где-то минут 40 надо идти по джунглям. И то же самое обратно. И мы доходим до водопада, там на водопаде купаются люди, возвращаемся и едем к индейцам, они там пляшут, рассказывают о своем быте и предлагают свежую жареную рыбу с жареными, но зелеными бананами, которые как картошка. Вот. Тоже никогда у нас ничего такого не было, что там змея где-то или кого-то цапнула или что-то такое. Окей. Если у вас туристическая группа, вы ее ведете, то вы их как-то информируете, предупреждаете, там, защитный костюм одевать, чтобы как-то из кустов не укусила змея, либо что-то, какое-то насекомое не укусило? Мы обычно советуем. Нет, защитного ничего нет, потому что, я тебе говорю, дело в том, что змеи, они слышат людей, они стараются А насекомые все равно какие-то? Насекомые, да. Мы обычно советуем вот этот да, допустим, побрызгайтесь там репеллентом, чтобы вас не покусали. Но опять-таки, да, мы всегда советуем это, вот этот да, допустим, побрызгайтесь. Кто хочет брызгаться, кто не хочет не брызгаться, но опять-таки несчастных случаев пока что не было. Если он берет тур у гида, который лицензированный, как мы сейчас выяснили, то этот гид какую-то страховку медицинскую предоставляет или он отдельно должен закупать турист? Нет, мы не предоставляем медицинскую страховку, даже компании не предоставляют. Насколько я знаю, я работал в компании, да, такого не предоставляется. Турист должен сам вопрос решить. Да, это он должен приехать с медицинской страховкой. Было одно время в Панаме, по приезде туриста 30 дней была автоматическая страховка. Сейчас это убрали, но это было раньше. А так нет, эта страховка должна быть своя. Наша компания предлагает медицинскую помощь в Панаме и Латинской Америке. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и других странах, а также осуществляем лечение за рубежом для иностранных граждан. Одним из наших главных приоритетов является здравоохранение наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной медицинской помощи, которые известны своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Наши клиенты могут быть уверены, что получат профессиональную зарубежную медицинскую помощь, осуществляемую опытными медработниками. Что такое Росмедицина и чем она занимается? Это скорая медицинская помощь за границей, экстренная госпитализация неходячих больных, медицинская эвакуация пострадавших вертолетов, санитарная транспортировка на родину, а также медицинский туризм, консультация врачей и лечение различных заболеваний. Дополнение, роды за границей и оформление гражданства для детей. Почему стоит обратиться в Росмедицину? Потому что наша клиника более 10 лет на рынке медицинских услуг, лицензирована и сертифицирована. Мы организуем встречи в аэропорту на машине скорой помощи, либо автомобилем реанимации. Сопровождение психологом, владеющим на 3 языках – английский, испанский, русский. Имеются проверенные действующие травматологи, хирурги с опытом реконструктивных операций. Более 3000 довольных государственных учреждений и производственных предприятий. Заключение договора с клиникой Росмедицина дает гражданину возврат 13%. Возможность получения 10% скидки на авиабилеты в Латинскую Америку. Если вы путешествуете
или работаете за рубежом и нуждаетесь в медицинской помощи, наши доктора готовы организовать срочное лечение за рубежом. Требуется медицинская помощь высшего класса. Ссылки и контакты в описании под этим видео. Насколько туризм развился в Панаме на сегодняшний день? Как много посещают из других стран? Довольно-таки много. В основном это Канада. Канада, потом Соединенные Штаты, потом Латинская Америка и потом Европа. Так как они более близкие сюда, то есть вот Почему эти Канада, страны. не США? США ближе. Вот не знаю. Я вот работал в гостинице, да, вот в Westin Playa Bonita. В основном с Канады приезжали. Вот на кораблях работал и тур. На кораблях, кстати, с Америки. Отдыхал. Есть такой Декамерон гостиница, если слышал, не знаю. Playa Bonita, Playa Blanca, Буэнавентура. Ну, территориально это где находится? В каком районе? Буэнавентура, Playa Blanca, Декамерон. Окей. Туда в основном, если ты придешь, там все канадцы. То есть, туристы в основном канадцы, да. Почему именно канадцы, не знаю, какая-то, наверное, договоренность есть. То есть основная масса вот с Канады. Круизные корабли в основном со Штатов, с Майами. Кстати, много русскоязычных приезжает на этих круизных кораблях. У нас бывают туры, нам надо ехать аж до Колона, забирать туристов оттуда, привозить сюда в город, показываем город, и потом опять возвращаем их туда, в Колону. Окей. Насколько Колон безопасен на сегодняшний день для туристов? Там желательно ночью не ходить, и желательно не отходить далеко от порта. Ну вот от порта в свободную зону торговли и обратно. То есть стараться никуда не заходить. Но, в принципе, днем мало чего может произойти. Ну, там может телефон кто-то, и то может быть. То есть, как повезет. Да, а в основном на туристов, честно говоря, не обращают внимания. Нет, не особо. Хорошо. Особо. Ну а в Панаме есть какие-то районы, куда вообще туристу не стоит заходить? Полно. Полно? Рио, да, тут у нас, вот мы сейчас находимся в Каско, да? Тут у нас рядом есть район, называется Чорио, Бараса. Кстати... Это электротрибунал находится, правильно? От него там вот эти нет, пятиэтажки. трибунал более туда. Ну да, вот это сюда, вот под горой Анкон. Там, конечно, лучше не ходить. В свое время, я не знаю, ты помнишь это «Орел и решку»? Первый «Орел и решка», который, кажется, записывали здесь. Девчонке выпало ждать на $100. И вот она здесь на въезде в Каску сняла сталь и, сама не зная, забрела в этот Чорио песочком. Да. И вокруг нее собрались где-то 7 или 8 человек полицейских и выводили ее оттуда, вот этой всей компанией до Каско. Когда она в Каско зашла, ее уже отправили там. Да. То есть... Полиция по одному тоже боится туда заходить, я так понял. Ну, они всегда попарно ходят, иногда бывает даже по 4 стоят вместе. То есть, да, есть тут полиция быстрого реагирования называется, или линсес. На мотоциклах, которые вот у них как бы как военная форма, но черно-серая, да? Да, но они обучаются даже в Штатах, да? Да, насколько, не знаю, если они обучаются в Штатах или нет. Вот, это рыси, они вот обычно с автоматами, с короткими этими автоматами ездят, все такое. И да, они в основном по двое, по трое, по четверо иногда бывает, как бы стоят вот эти полицейские. Полицейский может выстрелить без предупреждения? Ну, если, соответственно, небезопасно становится. Или он должен как-то предупредить? Ну, если в него начинают стрелять, то я думаю, он просто может ответить. Ну, а если просто ситуация безвыходная, один другого убивает, да, по-русски, что он делает, полицейский? Он на расстоянии. Ну, я думаю, да, то есть, честно говоря, вот ты такой вопрос задал, даже не знаю, как на него ответить. Не буду врать, не буду придумывать, хорошо? Как бы я знаю, что они стреляют. Ну, есть предупредительное или без предупредительного? Нет, здесь нет предупредительных выстрелов, в основном то не есть делают. Сразу может? Да. Окей. В основном то, что я видел, нет, не делают. Хорошо.
политикой. Что на сегодняшний день в Панаме вообще? Очень много бастуют, возможно, это запрещено бастовать. Как с политической точки зрения Панама выглядит? Ну, Панама демократическая страна, ты можешь здесь бастовать на любой вкус, то есть тут нельзя бастовать иностранцам. Но, Посадят? ну, могут, допустим, депортировать даже. Да. Депортировать там, как бы, ну, смотря, зависит от... Но панамцы бастуют по полной. Здесь есть синдикат строителей, называется Сунтракс. И это одна из самых таких организаций, которая больше всего приносит бед государству. А кто ее спонсирует? Они сами? Сами себя спонсируют? Да, дело в том, что строители входят в этот синдикат, и они оплачивают синдикатный взнос. Это некий такой профсоюзный Да, деньги. да. То есть у них профсоюз, у них они... То есть люди сами добровольно оплачивают в этот Да. профсоюз. И эта структура держится. Да. И когда есть забастовки или что-то такое, профсоюз им выплачивает вот эти забастовочные деньги. То есть люди, когда не работают, они еще получают деньги от профсоюза? Да, но там Копейки. там по сравнению с тем, что должны зарабатывать, это, конечно, копейки. Понятно. Как бы так, чтобы, знаешь, купи себе рис и бобы и все. Все понял. Да. Протестовать здесь можно, когда хочешь, где хочешь, как хочешь. То есть не... Единственное, когда начинается уже протест, переходит в вандализм, вступает полиция и начинает закидывать и слезоточивыми газами, и даже резиновыми пулями может пострелять. То есть есть такие случаи. Вот сегодня я проезжал на набережной, у нас сегодня Там вокруг булыжники валяются. стреляли со слезоточивым газом. Днем прям. Да. Не днем, с утра, пораньше. С утра прям. Это где-то 8-9 часов утра было. Так там еще вот камни по дороге лежат. Да, это камни приносят сами эти протестующие, что если что, ответить полицейским. Вот. Если- Студенты у нас очень много бастуют государственного университета. Есть улица Трансисмика, знаешь, да? Вот эта улица обычно перекрывается, и они начинают бросать камни. Эти сразу начинают брать. Как только видят, что полицейские, они сразу начинают в них. То есть есть антимотинес, это по-русски, полиция, которая именно предназначена для, я так понял, это Росгвардия, да? Ну, как внутренняя полиция внутри страны, да? Да, но это как именно полиция, которая предназначена для разгона манифестаций. Я не знаю. Это просто, я бы сказал, отдельное подразделение. Не, в России, Да. В России Росгвардия МВД, это понятно, Росгвардия больше к охране и к порядку окружения, МВД больше решения там оперативных каких-то дел. Но вот здесь есть именно антимотинес называется. Вот есть департамент, который занимается именно вот этим. Потому что в Панаме всегда есть какие-то недовольства, всегда выходят, бастуют, то есть и вот полиция, вот такая полиция этим занимается. Туристическая полиция есть? Здесь есть полиция туристическая, здесь есть полиция вот эти антимонтейнес, есть полиция женщины, ребенка, есть, значит, морская полиция, есть муниципальная полиция. Но армии нет. Армии нет. Роль армии здесь выполняет пограничная служба, Синофронт и вот морская полиция Аэронаваль. То есть там не то, что морская, у них воздушно-морские силы Панамы. Это большое подразделение вообще? Ну да, довольно-таки большое. Это вот Аэронаваль, у них, они по-другому раньше назывались, потом они были именно морские, а потом объединились воздушным. А если нападение на Панаму будет, то кто будет защищать? Америка. Америка. Да. Первое. Дело в том, что Америка, когда ушла, когда сдали канал панамцам, у них был такой договор, что если что-то будет угрожать Панамскому каналу, они обязательно зайдут сюда и защитят. А если Америка сама надумает зайти?
Кто будет защищать? Ну, в принципе, зашла же в 89 году сама, но как-то мне кто-то сказал насчет этого, говорит, вот, ну вот же Америка же напала на Панаму. Я говорю, да, Америка напала на Панаму для того, чтобы убрать диктатора, который был здесь. Да, там пострадали люди, ничего не говорю, ничего в этом хорошего нет, но убрали диктатора, и после этого, после того, в Панаме не было диктатора, и Америка сюда не заходила. У них есть своя договоренность, у нас в Панаме доллар, дай бог, чтобы не взбрело никому здесь в голову менять это и сделать собственную валюту, как Биткоин. в Аргентине. Биткоин, к примеру. Ну, биткоином, он может быть биткоином, это никто не против этого Как в ничего не Сальвадоре, имеет. к примеру, говоря. Это уже можно, да, в принципе, он и привязан, опять-таки, к доллару, я думаю, как бы более или менее. Так что, ну, дай бог, чтобы доллар здесь сохранялся, потому что доллар, если поменяется на местную валюту, у нас сразу пойдет здесь дефолт. У нас сразу зарплаты располовинятся, сразу, я думаю, так. Так что нам этого в Панаме точно не надо. А как вообще происходят выборы президента? То есть, ну, есть как бы слух, что Америка назначает президента. Нет, в Панаме очень демократичные выборы, могут выбрать любого. Нет повторочных выборов. То есть вот, допустим, у нас 5 кандидатов, Все одним раундом. вот как раз, который сейчас президент, было не то 5, не то 6 кандидатов при нем, когда он, значит. И то есть из этих 5-6 кандидатов, кто набирал больше голосов, выигрывал. Все. Не важно, что он выиграл с 15-20%. Этот президент, который сейчас на данный момент находится, он 50% не набрал. Набрал 34, не то 35%. Ну, из всех, которые были представлены, он Да. же больше набрал. Но он набрал больше всего голосов. Ну да. Но это означает, что его представляют всего 34 или 35%. Ну, одним Панамы. раундом был выбор. Да, да, Одним да. раундом. Потому что некоторые... Плохо, в этом плохо, в том смысле, что если бы сделали повторные, допустим, вот самых Ну, крупных, да, выбирают из пятерки, Да. допустим, двойку, тройку. и из этих двух уже бы выбрали одного. Вот тогда было бы правильно, чтобы больше 50% проголосовало за этого президента. В принципе, он не настолько плох, этот президент. Конечно, Что бастует тогда? Если Ну, не видишь, настолько плохо. ну, видишь, коррупцию никто не отменял. На данный момент еще в Панаме никто не отменял коррупцию. Я тебе могу сказать, что если бы был предыдущий президент, было бы еще хуже. Это Хуан Карлос Варела, это было бы еще хуже. Молодых кандидатов нет? Есть один, но он просто новенький, более-менее. Вот сейчас, как и в России, в следующем году в Панаме тоже будут выборы. И надеюсь, что выиграет кто-то, кто не будет партией ПРД. А сколько партий вообще в Панаме? Было две основные партии. Изначально, когда создалась республика, была консервативная и либеральная партия. В процессе они поменялись, и потом ПРД, революционно-демократическая партия, и партия панаминистов или арнольфистов. Вот, были эти две основные. Молирена, и есть типа коммунистическая партия, которой, кстати, заведует вот это то же самое, что и Сунтраксом, Ну, президент, вот нынешний, профсоюзом строителей. президент нынешний, Ага, с какой ПРД. партии? С какой партии? ПРД. ПРД? ПРД, да. ПРД в свое время создал генерал Умар Торихос, который добился досрочного возвращения Панамского канала в руки панамского народа. Этот человек был, я не скажу, что он не был диктатором, но он был более центрированный на благополучии своей страны, чем на своем кармане. Понятно. Вот. В конце концов его убили, потому что
Такие люди в Панаме не нужны, я так понял. Он летел на вертолете, и, скорее всего, это было устроено даже, может быть, этим диктатором панамским Мануэль Антонио Норьего, насколько я понял. Вот. Это можно порыскать в истории, найти. Но, насколько мне сказали, я понял, это вот было. Вот. И, значит, 10-15 лет тому назад создали партию «Демократические изменения», Cambio Democrático. Это один из бывших президентов Панамы Рикардо Мартинелли, которого, кстати, очень любят. Тоже говорят, что наворовал. Какого из президентов посадили? Вот его и посадили. Да. Его даже в Америке посадили вроде. Да. А почему Америка себе сажает? Я не помню, что-то он там провинился якобы с ними. Но его, мне кажется, по запросу Интерпола из Панамы посадили. Ну, то есть все-таки Америка вникает во внутренние дела Панамы. Его там собирались выпустить уже. Он сам захотел сюда приехать. Ее там уже должны были выпускать. И он сказал, нет, отправьте меня в Панаму, я там разберусь. Вот. Дело в том, что многие говорят, что такие, как я, или кто так выражается, что они полные идиоты. Но есть такие люди, которые выражаются, да, он, может быть, украл, но он сделал много чего. И реально при нем были деньги в стране. То есть у людей были деньги, люди хорошо зарабатывали. Делился. Да, скажем так, делился. При нем было построено метро, первая линия метро. Сделаны многие дороги вот в столице, сделали там туннели, мосты, все такое, развилки, где было много пробок. То есть при нем сделано было очень много. Кстати, вот этот кирпич, который здесь на каску, это было сделано при нем. До этого были булыжники. Да. Вот этот мост еще сделан, радиус. Третья линия набережной полосы, да, тоже при нем было сделано, и сама набережная полоса была, так можно сказать, при нем сделана. Вот. Но много чего сделал человек для народа, так скажем. И он всегда говорил, тот, кто хочет работать, должен вставать рано, идти на работу и делать свою работу. И он никого не боялся. Когда Рикардо Мартинелли был президентом, я с туристами мог зайти в президентский дворец. Сейчас на пушечный выстрел не подпускают к президентскому дворцу. Боится? Настолько они боятся, да. У меня даже были туристы, с которыми я зашел внутрь президентского дворца, там елка стояла, и сфотографировались у этой елки. В дворик, который дал название самому дворцу Palacio de las Garzas, то есть дворец цапель, потому что у них там цапли живут в этом турецком дворце. Много чего произошло, но он был одним из лучших, так скажем. Так он вроде избираться планирует сейчас, нет? Ну, посмотрим, потому что его сейчас сажают. Опять сажают? Да. Да, потому что ему сейчас впарили все-таки одно дело, а первое дело все-таки не смогли, там за прослушку телефонов не смогли впарить, и вот сейчас ему все-таки впарили якобы за коррупцию. Но мне кажется, все равно нужно уже выбирать президента более молодого, с новыми идеями, мыслями. Ну, по-моему, я бы, честно говоря, хотел, и это не только моя идея, конечно. С другими взглядами. Есть такой депутат, но он очень молодой просто. Он очень молодой, и он не может баллотироваться. Ему 25-26 лет. Хуан Диего Васкес. Он центрированный молодой человек, но он вот очень такой правильно центрированный. Во всяком случае, то, что слышишь от него, он вот идет правильным путем, так скажем. На данный момент, как бы, может, власть может любого коррумпировать, да? Как не скажем кого за 20 лет, да? Вот. Но, во всяком случае, вот он был бы хорошим. Ну, самое лучшее было бы привести вообще сюда Букеле.
А это кто Букеле? Букеле – это президент Сальвадора. А, Да. Букеле уже хотят и в Штатах, не, и ну в других. опять кто-то его сравнивает с тем, что сейчас он вот так к народу, да, а потом переквалифицируется, возьмет диктатуру полноценную на себя. На данный момент он ведет себя нормально. И насколько бы ни говорили, что там человеческие права, он защищает именно человеческие права, а не права преступников и дегенератов, извини. И это для меня это самое главное. Если нормальные люди, которые хотят работать, могут выходить на работу, могут не бояться оставить своих детей в школе. Какие рекомендации вообще дадите людям, которые хотят переехать в Панаму? Стоит сюда ехать? Нет вообще? Что они могут здесь из себя вынести на будущее? Меня многие туристы спрашивают насчет этого. А как здесь с работой? А как здесь как с ним? Не пожалеет ли человек, да, Да. прожив здесь? Для того, чтобы работать здесь, нужно знать язык. Если, как вам, не помню, кто вам говорил, вы мне интервью скинули с Ромой. Да. Ага, вот. Он говорил, если ты приедешь со своим компьютером и будешь здесь айтишник на удаленке, жизнь замечательная. Как одного спросили тут моего знакомого украинца, а чем тебе жизнь нравится в Панаме? А здесь расслабуха. То есть здесь можно хорошо расслабиться, есть бары, дискотеки. Культурная жизнь в стиле театров и другого может немножко страдает, но тоже есть, можно найти. Поэтому вопросы, мне кажется, больше к Ксении Чановой. Хотя она, мне кажется, недавно здесь в Панаме, но она более такая бойкая девушка в этом Интервью смысле. будет ваше. Вот. Ну, а в остальном, как бы, если вы приезжаете разнорабочим, ребят, надо учить язык, надо понимать, что вы будете делать, как вы будете жить. Сейчас на данный момент возобновилась программа Crisol de Razas, но я не могу уверять и не могу вам сказать точно, если это для всех национальностей или только для колумбийцев и венесуэльцев. Crisol de Razas, это был как раз вот Рикардо Мартинелли сделал такую вещь. Он дал амнистию всем нелегалам в Панаме. То есть, если ты находишься больше года в Панаме, ты мог подавать на статус миграционный. У меня даже был этот статус одно время. Вот. У меня, конечно, с миграционным целая история была. Но сейчас я уже все, у меня ПМЖ есть, то есть нормально. Вот. То есть вот это есть, вот это одна из возможностей получить документы. Но это надо точно узнать в миграционной системе. Мне сказали, что недавно она возобновилась. Окей. А ее не было. Ее не было. С документами, в принципе, понятно. Но если мы говорим человеку вот, обычной профессии, да, с низов, насколько здесь человек может по карьерной лестнице как-то подняться? Есть ли вообще такая вероятность? Зависит. Вот как моя сестра, да, Алена, допустим, она приехала и там через месяц, то есть муж еще не начал работать, панамец, она уже начала работать. То есть если такая профессия, то да. Я не говорю, что именно альтист, как она. Это узкая и редкая, как бы все-таки. Ага. Это узкая и редкая профессия. Да. А обычные профессии надо понимать кое-что, ребята. Здесь, в Панаме, есть несколько профессий, которые зарезервированы только для панамцев. Ну, таксистом вот иностранец не может работать, к примеру. Таксист, архитектор, адвокат, доктор. Еще пару вещей, которые ты можешь стать только после того, как получишь не вид на жительство, а именно гражданство. Да. Только в этом. Гражданство на сегодняшний день получили? В процессе. Столько лет прожили, а еще не получили.
Ну, поэтому я тебе сказал, у меня было много историй с миграционной, так что не будем... Но мне говорят, что Не сыпь мне соль на рану, так скажу. есть проблемы, не всем дают гражданство, даже кто-то по 10 лет прожил. Я тебе объясню так. Если ты делаешь документы правильным образом, процесс тебе может занять от 5 до 7 лет, если все правильно делать. Допустим, я в моем случае, я был женат несколько раз. И если ты вот женился, ты от того момента, как женился, и до того момента, как получил гражданство, не разводись. Ну, ты должен сначала получить гражданство, потом разводись. Да. То есть надо процесс весь пройти 3 полностью. года или 2 года? Нет. Первую тебе дают на 2 года. Первый После брака. вид жительства. Да. Ты подаешь документы, делаешь интервью. Если у тебя нет детей с этим человеком, тебе обязательно сделают интервью. Проходишь интервью. Если интервью ты прошел, тебе дают документ. И если интервью не прошел, через месяц Люди валяй отсюда. Ага. насколько проверяют, насколько они брак официально, неофициально, приезжают домой, живут они вместе, не живут? Могут приехать домой, проверить, если... Но это обычно уже получается, когда в случаях апелляции, допустим, на интервью, то есть не прошел, да, и адвокат подает апелляцию. И вот тогда он говорит, ну вот придите домой, посмотрите, что они там живут, допустим, вместе. В таком случае. Ну или могут сами, это как бы никто не знает. В основном делается просто интервью, только. Они могут сделать это сами, как бы не надо надеяться на то, что не придут, могут прийти, но это очень редко. Это очень редко. Если есть дети от этого человека, с кем то женился, поженился, замуж ушел, то интервью легко проходить, если один ребенок. Если 2, вообще не делаешь интервью. Моя жена, последняя, от кого у меня дети, у нас было на момент подачи документов, у нас было 2 детей. Я интервью не делал. Мы просто подали документы и все. И потом уже постепенно прошло. Я немножко задержался, я как раз в пандемию получил ПМЖ, но я немножко задержался, потому что так как вот была эта ситуация, там у меня тоже ситуация немножко трагичная была, многие, кто здесь живет, знают об этом. И, честно говоря, я стал сейчас стал подавать, но там нужно грузинского консульства в Мексике нужен документ. А сейчас там никого нет. И надо через веб-сайт взять appointment, якобы сделать appointment, и чтобы отправить им документ, чтобы они мне затвердили, прислали обратно. И у них веб-сайт не работал. Ваше ближайшее консульство это в Мексике? В Мексике, да. Я зарегистрирован в мексиканском консульстве. Вот. Здесь есть консульство, но это грузинское консульство, но это формальное консульство. Это почетный консул называется. Он особо ничего не делает. Классно. Вот. Хорошо. Ага. Но если сделать такой вывод, резюме, все-таки ваш опыт, ваши знания, то, что здесь получили, новым приезжающим, что вы рекомендуете? Лучше заранее готовиться, либо по приезду человек разберется, как ему быть, либо вообще лучше обойти эту страну стороной и смотреть что-то другое? Плохого человека ты спросил. Я немножко пессимист, понимаешь? Ну, так реальность. Поэтому я спрашиваю несколько людей, у каждого свое мнение, да? Я немножко пессимист, но есть позитивные люди, которые приезжают и чем-то с вами начинают заниматься, и у них все получается, понимаешь? Но если ты просто
приехал и ищешь работу как где-то каким-то рабочим, то будет немножко сложновато. Немножко сложновато, потому что нужно разрешение на работу. Если тебя наймут, то кто знает, какая будет у тебя зарплата, аренда, все такое. Если приехал как инверсионист, то есть привез $300 000, то купил квартиру и там и можешь с этого делать документы, допустим, да? Но это зависит. Но просто приехать как бы, я найду работу и буду работать, и на любую официальную работу тебя попросят разрешение на работу, да. Но документы, в принципе, сделать-то помогают. Вопрос самый важный, то, что люди не понимают, насколько им эта страна подойдет. Даже если у него есть дистанционный бизнес, да, насколько политически, экономически, вообще здесь удобно. Налоги, да, вот насколько здесь высокие налоги, если открывать свой же бизнес. Налоги до 50 тысяч 15%, кажется, после 50 тысяч 25%. Это подоходный налог. Бизнес, там еще другие налоги. Налог на прибыль, да, вот если ты с выручки какой процент платишь налогов? Ну вот, до 50 тысяч 15 в год. После 50 25. Плюс, если у тебя компания, и ты зарабатываешь больше, делаешь больше, то есть фактурируешь или как это, то есть продаешь больше, чем на $3000 в месяц, надо 7% НДС брать. Если меньше 3000, НДС можешь не брать. Если больше 3000, надо брать уже НДС. Вот. Бизнес. Бизнес открыть здесь не так сложно, если есть деньги. Просто надо хорошую идею и правильно все это поставить. Потому что тут были люди, которые приезжали, открывали ресторан, шикарный ресторан, вложились 400 тысяч, 500 тысяч долларов и погорели. Ну, если они открывают, опять они Это, открывают. кстати, этот Саргисте про него говорил, он назывался «Парус», этот ресторан. Интервью будет сверху. Да. Это «Парус», он был на 50-й улице, напротив Макдональдса, на 50-й улице в Сан-Франциско. Потом там колумбийский ресторан открылся, ну там история. Но там был огромный русский ресторан. Но это были в основном евреи, советские евреи из Нью-Йорка. Они открыли этот ресторан. Все равно здесь население не такое большое. Если ты открываешь, то ты должен открывать под местное население и акцентироваться под местных, я считаю. Ну да, как бы дело в том, что или под местное, или под туристов, смотря где ты находишься, да. То есть, у тебя должна быть какая-то цель, и ты должен знать, к чему ты хочешь прийти. Потому что бывали просто, все, откроем. Красиво. Все, да, открыли. Ага. И потом? Также закрыли. Многие не знают законов. Очень важно знать рабочие законы. Тут тяжело уволить местного, мне говорили. Законы очень поддерживают работника, не работодателя. Тут платится 13 зарплат в год, а работник работает 11 месяцев. Ты знал это? 2 месяца сверху. Месяц отпуска и месяц разбивается на 3 части, 13 зарплата. То есть она платится 3 раза в год, в апреле, августе и декабре. А местные устраиваются на работу только официально, неофициально они не готовы работать. Бывает, устраиваются неофициально, но это так, это кустарная какая-нибудь работа, то есть
преследуется по закону, если люди неофициально работают? Нет? Никто ничего не... Окей. Тут, знаешь, как, если на нас стучат, никто тебя преследовать не будет. Даже может приехать любой из наших, допустим, да, открыть что-то, какую-то компанию, даже там нелегально, все такое. Пока на тебя не настучат, все будет нормально. Понятно. Но обычно всегда происходит, что свои же и стучат. Бывает.